Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире InFact. Президент NVIDIA Дженсен Хуанг собрал пацанов и двинул в Лас-Вегас, чтобы представить миру новую линейку видеокарт и свежие технологии. Начнем с карточек. С 30 января в продажу пустят 4 новые RTX: 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090. Как говорит мистер Хуанг, нейронный рендеринг — следующая ступень компьютерной графики. Эта технология позволила сделать серьезный скачок в производительности, качестве изображения и интерактивности. Графические процессоры свежей линейки насчитывают до 92 миллиардов транзисторов, а тензорные ядра 5-го поколения обладают огромной вычислительной мощью, чтобы справиться с ИИ технологиями. В целом, карточки будут значительно мощнее предыдущего поколения. Во все из них вшили память типа GDDR7, но при этом и энергии они жрать будут много, и стоить недешево, от 549 до 2000 баксов. Но это, как вы понимаете, минималка, в магазинах так все еще дороже будет. Кроме того, NVIDIA нехило прокачала технологию Deep Learning Super Sampling, она же DLSS. Четвертая версия улучшает генерацию кадров и требует меньше памяти. Реконструкция лучей стала стабильнее, а детализация выше. Однако всю прелесть обновленной DLSS смогут вкусить лишь обладатели 50-й серии RTX. Более старые модели все новые навороты просто не потянут. Также Хуанг представил и вторую итерацию технологии Reflex. Она снижает задержку системы до 75%. Например, в The Final старая Reflex режет задержку до 27 миллисекунд, а Reflex 2 до 14. В феврале NVIDIA выпустит ассистента G-Assist на основе искусственного интеллекта, который анализирует ПК и помогает разобраться с настройками, дабы обеспечить максимальную стабильность. А еще ассистент может управлять периферийными устройствами и приложениями, и ему можно отдавать команды голосом. И напоследок технология NVIDIA Ace, которая превращает привычных NPC-болванчиков в автономных персонажей, которые оценивают обстановку, планируют и действуют как настоящие люди. NVIDIA объединила усилия с рядом девелоперов, чтобы внедрить улучшенных NPC и ИИ-напарников в PUBG, Inzoi, Naraka Blade Point и другие проекты. Подробнее читайте в новости по ссылке. На конференции побывала и AMD, которая тоже привезла с собой тележку со свежими железками, а именно видеокартами Radeon RX 970 и RX 970 XT. Обе хвастают улучшенной производительностью движка трассировки лучей, повышенным качеством кодирования, а также значительной оптимизацией вычислительных блоков. Прокачанная технология масштабирования FSR 4 будет использовать специальные ускорители ИИ в каждом вычислительном блоке, что должно существенно улучшить как производительность, так и качество изображения. Новые радионки появятся в продаже в первом квартале текущего года. Вслед за картами AMD расчехлила процессоры Ryzen 9 9000X 3D и 9950X 3D, которые компания называет лучшими в мире для геймеров и контент-мейкеров. По словам представителя AMD, 9950 показывает себя на 54% быстрее, чем Ryzen 9 7950X 3D, и обеспечивает на 64% больше производительности, чем Intel Core Ultra 9 285K. Наконец, красные анонсировали новое поколение чипсетов для портативных консолей. AMD Z2 Extreme должна значительно увеличить время автономной работы, а также высокую производительность. Со всеми этими числовыми характеристиками чокнуться можно, поэтому в InFact их не взял, но вы можете ознакомиться самостоятельно у нас на сайте. Ссылку оставил. Трудно представить, сколько денег тратит Activision на каждую Call of Duty. Точнее как, ежу понятно, что бюджеты у каждой части серии просто астрономические, однако теперь стали известны более-менее точные числа. В официальном документе Activision мая прошлого года отмечено, что Call of Duty Black Ops 3 2015 года обошлась компании в $450 миллионов. Продано было 43 миллиона копий. Modern Warfare 2019 съела уже 60-40 лямов, а реализовать Activision удалось 41 миллион копий. Ну и наконец, самая жирная рыба Black Ops Cold War 2020.
700 гребаных миллионов баксов. Вы только вдумайтесь. А вот продажи составили всего 30 лямов. Все перечисленные суммы включают не только непосредственно разработку, но и пострелизную поддержку. Однако не учитывают расходы на маркетинг, с ним и того больше. Вот и думайте. И к слову о Думе. Во время презентации Nvidia в Вегасе в одном из роликов промелькнули 12 секунд футажей из Doom The Dark Ages. Запись от Nvidia гласит, что игра выстроена на базе Intel последней версии. На ПК проект поддерживает трассировку пути, реконструкцию лучей, DLSS Super Resolution и DLAA, а также свежеанонсированные DLSS 4 и мультигенерацию кадров. В самом ролике показали несколько пролетов по локациям, подсветили нашего героя и еще несколько персонажей. The Dark Ages должна выйти на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и в Game Pass когда-то в 2025. А кроме думчанского, в шоу Хуанга пробрался и видос по новой Virtua Fighter от команды Ryuga Gotoku Studio. Разработчики подчеркнули, что хотя видео записано на движке, демонстрацией геймплея оно не является, так что воспринимайте его просто как концепт-ролик. В кадр попал трущобный городок, где схлестнулись сразу два Акиры, которые являются символом серии. Однако в новой версии Акира лишился своей объемной прически и культовой повязки, хотя скорее всего это еще не итоговый дизайн и к релизу облик персонажа еще может поменяться. Новая Virtua Fighter пока не имеет ни конкретного тайтла, ни платформ, ни даты. С момента выхода последней части прошло почти 18 лет. Дабы вспомнить, что это вообще за зверь такой был, 27 января выкатят ПК-переиздание Virtua Fighter 5 Revo. Bandai Namco объявила о возвращении японской экшен-RPG с PS Vita под названием Freedom Wars. В мире далекого будущего на Земле почти не осталось ресурсов. Уже с рождения люди получают тюремный срок в 1 000 000 лет, скостить который можно только выполняя смертельные задания в боевой зоне. В ремастере нас ждут улучшенные текстуры, поддержка изображения в формате 4К, новая система создания оружия и настройки сложности. Онлайн и кооп сохранятся. Freedom Wars Remastered выйдет 10 января на ПК, PlayStation и Nintendo Switch без перевода на русский язык. И напоследок немного новостей об околоигровом кинце. Sony анонсировала сразу несколько адаптаций. По одному полнометражному фильму на Horizon Zero Dawn и Helldivers 2, а также аниме по Ghost of Tsushima. Премьера последнего состоится где-то в 2027. Про Helldivers известно, что производство уже началось, и занимаются им непосредственно PlayStation Productions и Sony Pictures. Horizon же пока что на раннем этапе производства. А еще Sony упомянула экранизацию Until Dawn. Сообщили, что в фильме будет новая история и новые герои. Спрашивается, зачем тогда вообще так называть фильм? А затем, что на месте останется харизматичный Петер Стармаре в роли доктора Хилла. Ну уж ради него я бы фильмец глянул. А у меня с новостями все. Заходите на сайт stopgame.ru и читайте статью Кирилла Волошина о годных играх, которые вы могли пропустить в декабре. Приятного аппетита и хорошего вам дня!